Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня я покажу, как можно сделать планшет для изготовления травы, так называемых травяных кочек, а также маленьких кустов и кустиков для своей диорамы. И для этого мне потребуется алюминиевый контейнер и клипборд. Это картонное основание с пружинным держателем для бумаги. Первым делом я обрежу все лишнее на алюминиевом контейнере, для того, чтобы осталась только плоскость, которую я и размещу на клипборде. Для того, чтобы впоследствии было удобно наносить клей ПВА, я размечу всю алюминиевую поверхность. Вот такой простой в изготовлении планшетик у меня получился. Теперь мне потребуется флокатор и флок. Флок я беру разных расцветок, от темно-зеленого до светло-зеленого. Наношу первую партию клея ПВА и высаживаю с помощью флокатора темно-зеленый флок. Мне торопиться некуда, я жду, пока высохнет первая партия моих травяных кочек, и уже после наношу клей для второй партии. Только теперь я высаживаю флок, уже более светлый. Также дожидаюсь, пока высохнет второй слой моего флока, и высаживаю третий. Но если два предыдущих слоя были из 3-миллиметрового флока, то последний я высаживаю более светлый, и он 5-миллиметровый. Он выглядит уже более объемным, и я полагаю, чем больше и разнообразней таких кочек появляется на моей диораме, то ландшафт приобретает более реалистичный вид.
А теперь я сделаю несколько кустиков. Для этого мне потребуется предварительно покрашенная в зеленый цвет и некрашенная сантехническая пакля. Нарежу несколько кустиков и вклею их с помощью клея ПВА в основание моей травяной кочки. И вот кусты высохли. Очень легко клей ПВА отстает от алюминиевой площадки. Теперь я подрежу кустики по размеру и с помощью клея секунда нанесу на кончики кустиков крашеные опилки. Для темно-зеленой пакли я выберу цвет опилок, покрашенных в салатовый цвет, а не крашеную паклю я опущу в опилки, покрашенные в темно-зеленый. Точно так же можно сделать и цветы. Только в таком случае опилки нужно будет покрасить в белый, желтый и красный цвета. Ну что же, кусты и травяные кочки готовы. Пора их разместить на моей диораме. И в завершении, вот такой планшет для изготовления травяных кочек, кустов и кустиков у меня получился из алюминиевого контейнера и клипборда. Буду очень рад, если кому-то пригодится такая идея. А мы с вами не прощаемся. До встречи, всех благ, а главное здоровья. Берегите себя.